Здравствуйте, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал. Приветствую! Сейчас хочу предложить вам гадание. Не знаю, насколько оно получится коротким, либо долгим. Давайте посмотрим ближайшие события для вас. На пороге каких событий стоите. Думайте, пожалуйста, о вас, о людях, которые вас интересуют. Кого-то любите, может быть, кого-то ждете, кто-то нравится. Либо, может быть, сейчас и нет, ничего не разворачивается, да, никакие события. Но мы посмотрим, может быть, они скоро начнут разворачиваться. Итак, в вашей жизни ближайшие события смотрим. Так. Смотрите, показан здесь человек, который выздоравливает. Это может быть в вашем роду кто-то, потому что дерево – это ваш род, это ваша семья, плюс карта здоровья еще. Видите, человек как будто вырывается, ну, чуть ли не из лап смерти, скажем так. То есть кто-то болел, либо в какой-то ситуации попал куда-то, попадал, да. И здесь он вырывается и, скажем так, возвращает, идет к своему здоровью целенаправленно. Очень хорошая линейка. Она касается кого-то из ваших родных, близких, потому что карта дерева, да, выздоровление идет. Но, может быть, вы думали сейчас о каком-то человеке вам дорогом, который вам не кровный родственник, допустим, любимый человек, мужчина, может, какой-то, видите, он, скажем так, как бы как убегает от какой-то беды, от болезни, от какого-то чего-то негативного и будет в порядке, скажем так, да. Также, возможно, этому человеку идет защита от мироздания, от рода, молитвами своими семья спасает, может быть, да, либо показано, что есть ангел-хранитель, который уже на небесах, человек из рода вашего, да, рода этого человека. Поэтому это очень хорошая триада выпала, то, что мы видим. Дальше смотрим. Так, а что тут за дамочка вышла? Здесь у нас показана женщина, которая может пострадать за собственную хитрость, за свое коварство, за свой обман, реально просто получить какой-то бумеранг. И главный посыл в этой карте – это то, что эта женщина, поскольку она вышла у нас в центре, видите, значит, она осознает ситуацию, осознает, почему это случилось. То, что осознает, это хорошо. В том плане, что, значит, это будет как урок человеку, и, ну, чтобы в следующий раз человек таких ошибок не делал. Так, дальше. Смотрите, будет какое-то предложение, идет по работе вам. Буквально букет – это предложение, рыбки – это денежки и карта башня – работа. То есть, ну просто, знаете, даже новичок второй, и тот прочитает очень легко эту триаду. Буквально, смотрите, может быть, вы, например, у вас классная работа, вы там и не собираетесь ничего менять. Но что-то будет предложение, может, вам предложат там повышение или скажут, вот мы будем, ну, что-то там, доплату какую-то, либо еще что-то, да, предложение, то есть приглашение, предложение, что-то получите очень приятное, связано с финансами, это связано с вашей работой, либо кто не работает, это соцвыплаты, по-любому это госорганы, да, оттуда, когда и все и приходит. Так, дальше. В доме у кого-то раздается детский смех, детские энергии. Вы знаете, может быть, какое-то время были проблемы, связанные реально с этим, с детками. Да? Может быть, болел у кого-то ребенок, либо долго не могли забеременеть, родить, допустим, да? Либо ну, какие-то проблемы были. Вот видите, выходит прям вот проблемы за спиной остаются у деток, у ребенка, да, и в дом идет счастливый уже ребенок, вот идет, играется, да, чистая, прекрасная энергетика, какие-то негативные такие, ну, не очень-то приятные события остаются за спиной. Так, а здесь у нас что? Знаете, вот птицы. Птицы – это у нас общение, это у нас, ну, смотря в каждой колоде по-разному прорисовано. В некоторых это четко какие-то даже сплетни, в некоторых просто приятное общение. А вот в этой колоде, видите, у нас птицы прорисованы такая, прям вот такое общение, где прям вот и любовь может даже зарождаться. Видите, как целуются клювиками эти у нас голубки. Поэтому может зарождаться какое-то чувство у
кого-то и нести перемены в вашу жизнь. Но обратите внимание, потому что вот эта карта, метла и кнут, может говорить о том, что в эти отношения зарождающиеся кто-то рад бы, знаете, внести какую-то соринку, чтобы вот эти перемены не случились. То есть вам на это нужно обратить внимание, да. Не слушать сплетни, не слушать наговоры. Вот особенно, когда кто-то, да, пытается вроде как бы добро сделать и говорит, да он такой там всякой, а мы там его с тем видели, а мы с той видели. Вот знаете, и женщина верит там, и начинаются портиться отношения. Поэтому вот не допустите, не дайте никому испортить ваши отношения. Смотрите, первая карта вышла, эти птицы, эти отношения искренние. Вот подчеркивает нас, эта роза нам подчеркивает, да. Эти отношения несут вам большие перемены, может быть, даже реальную дорогу, либо переезд. Но если вы, конечно, проигнорите людей, которые будут вмешиваться в ваши отношения. Так, а вот смотрите. От мужчины придет письмо, придет смс, звоночек, в общем, связь какая-то, невзирая на то, что у мужчины как-то, у него были какие-то сомнения, поняли? Вот он, как на раздорожье стоял, например, писать, не писать. Ну, скорее всего, здесь либо не очень уверенный в себе мужчина, может быть, да, например, первые шаги делает к вам какие-то свои подходы, либо у вас были какие-то проблемы, конфликты, и вот он тут в размышлениях, писать, не писать. Но мы видим, что он напишет, объявится, позвонит, то есть, а дальше уже вы сами разберетесь, почему он был тут у нас в сомнениях. Так, дальше. Ой, женщину нашу ожидают сплошные удовольствия, девочки. Это леди, это вы. Посмотрите, вас ждет какой-то невероятно приятный случай, счастливый случай, и он будет как-то, ну, такие высокие прямо материи идут. Это может быть вот влюбляется кто-то в вас, признание в любви, либо в целом такое большое-большое одобрение где-то там на работе, говорят вам, да, что вы незаменимы, вы прекрасный работник, там, хороший человек, либо ваша семья там собирается вам говорить на юбилей, да, что мы все любим тебя. Что-то такое очень-очень приятное и так высокого такого, как вам сказать, высокого полета, что ли, да? Так, дальше. Ну вот смотрите, вот как только у нас доходит дело до мужчины, вечно идут какие-то люди, которые вмешиваются, да? Мужчина, у которого сердце к вам легло, он ходит с этим сердцем, с этой любовью. Рядом с этой любовью, смотрите, уже тут как тут эти крыски, эти мышки. Что говорит? Какие-то люди могут человеку, который к вам смотрит на вас, доносит вас в своем сердце, любит вас, могут пытаться это чувство как-то подгрызать, влиять как-то, да, либо даже забирать это время. Вот вы встречаетесь, например, с мужчиной, особенно взрослые женщины, взрослые мужчины, у которых есть обязательства, там, допустим, ну, родители у всех есть там, ну, бывшая семья, там, дети, знаете, и кто-то может все время его как бы как забирать у вас, да, что я не могу приехать, потому что я должен ехать туда, я должен сделать это, я должен сделать то. Он-то должен это все сделать. Ну, такое впечатление, что здесь прям специальные какие-то идут помехи, да. Мышки, крыски, они это те, кто портят. Поскольку расклад для вас, то мы понимаем, что кто-то хочет как бы испортить ваши отношения. Вот. Либо кто-то говорит ему о вас что-то негативное. К сожалению, это так. Именно, видите, давление идет на сердечные дела. Так, либо время его хотят подгрызать, либо вот ваши отношения, какое-то влияние. Это еще может быть работа, дорогие мои. Если человек очень много работает и, ну, например, его начальство, да, давит на него, давай, и он с утра до ночи работает, от этого начинают страдать отношения. Так тоже может быть. Так. Угу. Показан здесь у нас мужчина, который выкашивает отношения с какой-то змеей. Скорее всего, мужчина понимает, что людям не по пути, либо рядом с ним женщина находится, либо находилась, которую интересовала вообще не мужчина, а что-то другое. Не знаю, финансы, недвижимость, власть, что угодно, что-то, да. Потому что, ну, ой, выпала карта прям сверху. Потому что мужчина, во-первых, отвернулся от нее, в общем, рад бы уже как бы быстрее все это как закончить.
отсечь. И коса это вышла не зря. Пришло вот время, чтобы уже отсечь эти отношения. Женщина смотрит ему вслед. Она, как может быть, не хочет, собственно говоря, его терять, да, но решение принято. Первая карта вышла коса, то есть здесь мужчина будет какой-то отсекать от себя женщину. Но здесь не о любви уже, понимаете. И мужчина отвернут не любит, но и женщина ее интересует не любовь. Что-то другое с этим человеком связанное интересует. Так, что тут у вас еще на пороге? Вы знаете, после каких-то преодоления каких-то сложностей, горы всегда это сложности, да, какие-то, кто-то кабинеты нужно преодолеть, обойти там миллион кабинетов, бумаги какие-то собрать, да, у кого-то ссоры, разводы, болезни, мало ли, много всего. Вы преодолеете вот эти проблемы и выходите, знаете, на какую-то совершенно чистую дорогу. Во-первых, идет для кого-то обучение, может быть, вы очень, кто-то, может быть, допустим, не знаю, с 3-го раза поступает в какой-то университет, но таки поступает, потому что трудно было, да. Может быть, будете получать какие-то ценные бумаги после преодоления больших трудностей. Ну, те же, допустим, разделы какие-то, суды там по вот этой ценные бумаги могут, да, недвижимость, какой-то бизнес показывать, хорошие, приличные деньги, обучение тоже может показывать. Я хочу роспись, например, да, как развод, так и роспись может показывать. Но здесь вот после преодоления, видите, каких-то трудностей человек открывает что-то для себя, новую страницу в книге жизни пишет для себя, и здесь однозначно идут очень хорошие перемены. То есть, да, вы справились, вы преодолели эти трудности, дальше пойдет уже все хорошо. Плюс вторым слоем информации, да, кроме аисты всегда просто классные перемены очень в разных областях вашей жизни. Это у нас еще, дорогие мои, конечно, строительство гнездышка, гнезда своего. Кто-то вьет гнездышко, поэтому это тоже так показано, да. Может быть, вы в паре с мужчиной какие-то большие трудности преодолеваете, и вот наконец-то их преодолеете, и дальше пойдет уже все нормально у вас. Так, дальше. Мгм. Ну, здесь, может быть, вы знаете, если так по-простому сказать, у кого-то будет скоро очень счастливая встреча, где-то вы договорились, и будет где-то в таком месте социальном очень, где много людей, будет у вас очень счастливая встреча. Но, возможно, будете вы ее каким-то образом, ну, стараться скрыть, чтобы меньше глаз видели эту встречу. Ну, тут причины у всех разные. Кто ходит на тайное свидание, те знают, каждый свою причину знает, почему именно так вы решили и захотели, да? Вот. Ну, такая встреча точно будет скоро. И она желанна. Она желанна. Человек, который хочет эту встречу, прям хочет заякорить этого другого человека, чтобы так оно и продолжалось. Хотя, может быть, уже на каком-то другом уровне, допустим, чтобы уже не тайно, а открыто, да? Итак, к чему мы тут приходим в финале? Мне нравится. Ну, во-первых, возможно, при этой тайной встрече вы получите какое-то сообщение. Карта Вестник – это весть. И это сообщение для вас будет очень счастливым по карте звезда. И это что-то о союзе, о воссоединении. Вы видите, возможно, о брачном колечке. Поэтому ваша тайная встреча может вполне перерасти, как видите, в признание, в приглашение, в предложение даже может быть. Ну вот, смотрите, у нас здесь ключ и солнце. Открывается этим ключиком, открывается новая дверь в вашей жизни, новая жизнь, новая глава. Вы пишете в книге жизни, да, и эта новая глава будет очень счастливой. Да, позади у вас трудностей немало, мы видели, но вы справитесь. И очень интересно, у вас впереди интересное, классное открывается будущее, да. Я думаю, что каждый, кто себя здесь понял, прочувствовал, да, где и что было сказано о вас и для вас, здесь, ну, классный такой финал. Я прямо вот сейчас думаю, как бы назвать это видео, чтобы больше людей его посмотрело. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео сейчас, нажмите на вот этот пальчик, если вы хотите, чтобы вот такое классное все у вас сбылось. Вроде шутка, но не шутка. Действительно, поставьте лайк, буду благодарна. Всем спасибо за то, что вы со мной, и до новых встреч. Пока-пока.